Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о пасхальной порче в церкви. Все мы с вами будем посещать это святое место. Но обращаем внимание, что есть люди с помощью церкви пытаются навести порчу. Поэтому в преддверии вот такого большого светлого праздника Пасхи мы надеемся, что эта информация будет для многих полезна, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и мы рекомендуем вам быть очень внимательными и осторожными для того, чтобы, сделав определенные вещи, не лишиться определенных благ, материальных и нематериальных, и не привлечь беды и сложности. Дело в том, что многие из нас вот эти великие праздник, сама Пасха, еще неделя после самой Пасхи, это великие дни. И, к сожалению, в церковь посещают не только мы с вами, простые смертные, но и также ведьмы и колдуны. И они туда ходят не для того, чтобы поставить свечу, а для того, чтобы провести определенные ритуалы, обряды, для того, чтобы сделать то, что они считают нужным для себя. И, конечно же, очень жалко, иногда даже можно расстроиться из-за того, что увидеть, что одни люди пришли в храм для того, чтобы помолиться, поставить свечу за здравие и так далее, и ненароком могут стать жертвами чужого колдовства. Поэтому, чтобы вы не попали в такую ловушку и не привлекли определенные беды и неприятности, ни под каким предлогом не делайте, пожалуйста, это в храме. И это следующее. Во-первых, не ставьте чужие свечи. Даже если в церкви много желающих поставить свечу за здравие или за упокой, никогда не торопитесь и не помогайте тем людям, которые торопятся сделать это быстрее. Ни в коем случае не ставьте свечу и за другого человека, если он просит об этом. Лучше пропустите его вперед, но пусть он сделает это сам, своими руками. Как это бывает? Очень много людей, особенно в великие праздники, и ни с того ни с сего вас кто-то толкает сзади, извиняется и просит, потому что вы считаете, вы впереди стоите, просит вас поставить свечу, или, например, что-то написать, или что-либо еще. Ни в коем случае пропускайте, улыбайтесь, и пусть этот человек делает сам, что считает нужным. Но никогда ни до чего не дотрагивайтесь чужого в церкви или в храме, пожалуйста. Далее не ругайтесь, потому что некоторые люди специально провоцирует других людей на ссоры, на скандалы. И человек начинает ругаться, спорить, что-то доказывать. И если вы не хотите бед, неприятностей, проблем, то игнорируйте любые призывы к агрессии и держите все эмоции при себе. Даже если вы видите, что в храме вас провоцируют и делают все так специально, например, затрагивают какие-то темы, которые, например, для вас актуальны на данном этапе вашей жизни, молчите. Старайтесь обходить стороной любые конфликты, которые вы видите на территории святого места. Не цепляйтесь и не подсаживайтесь к этой энергии. Также ничего не считайте по чужой просьбе. Например, в церкви или в храме к вам может подойти старушка и, например, попросить пересчитать купола на церкви, ссылаясь на свое любопытство или, например, то, что она плохо видит. Ни в коем случае не делайте этого, пожалуйста, потому что вы таким образом можете взять на себя какую-то определенную болезнь, какую-то проблему. Также ни в
при каких обстоятельствах не пересчитывайте монеты в руках по чьей-то просьбе. Потому что очень часто именно под этим предлогом, что у человека плохое зрение, и просят, например, молодых, красивых девушек, женщин посчитать какое-то количество монет. И вы знаете, после этого человек очень начинает сильно болеть, у него все идет под откос. Поэтому ни в коем случае улыбнитесь, идите дальше, но игнорируйте именно это. Также следующее, что не нужно делать вот эти великий праздник, в том числе и на Пасху. Не подпускайте никого к своей свече. Поставив свечу в храме, не отходите от нее далеко. Следите за тем, чтобы ее никто не перевернул и не поджег с другой стороны. Не позволяйте и другим гасить огонь вашей свечи или переставлять ее. Также следите за тем, чтобы свечу, поставленную вами, никто не украл, так как есть колдуны и ведьмы, которые таким образом будут воровать ваше здоровье, вашу удачу, ваше благополучие, изобилие и достаток. Вы спросите, а как же они узнают? Не переживайте. У настоящих ведьм, у настоящих колдунов, тех люди, которые работают с черной магией, они все видят, все чувствуют и все знают, что им нужно делать в какой момент, и даже знают, что подойдут ли те люди или они смогут подойти. Далее, ни в коем случае не набирайте водичку чужому человеку, потому что когда вы находитесь в церкви или в храме, ни под каким предлогом нельзя набирать воду для посторонних людей, как бы вас об этом ни просили. Даже если здесь идет речь о какой-то вот очень-очень старой бабушке, которая ссылается, например, на то, что у нее нет сил там подержать бутылку с водой или ей сложно это сделать. Помните о том, что сердобольные люди найдутся, а вы должны беречь свои силы, свое здоровье, потому что ведьмы запросто вот таким способом также отнимают вашу энергию созидания, энергию здоровья, любви, благополучия и так далее. Подальше от вот таких вот будьте практик. Далее, не принимайте никакие подарки. Особенно вот сейчас идет у нас Пасха, да, великий праздник, и иногда мы можем увидеть, как ни с того ни с сего перед нашими глазами появляется человек и с миловидной улыбкой рассказывает нам о том, что для вас предназначен какой-то подарочек. Помните о том, что подарков в церкви никто не делает, поэтому вы и ничего сами не берите из рук чужих людей, под каким предлогом они бы не пытались вам дать, потому что, например, вас могут угостить, например, заговоренным яблочком, грушкой, крашенкой, кулич могут угостить, и вы тем самым принимаете на себя вот этот весь негатив, который был переложен изначально на продукт. Может быть, какая-то быть шоколадка, все что угодно. И вы знаете, это может быть заговорено и на болезнь. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и не старайтесь принять у других людей. Те же колбаски или все что-либо. Помните о том, что чужие люди, вы их не знаете, или даже ваши знакомые тоже могут это делать в церкви. Вы же не знаете других людей, что они делают. Потому что очень часто вот ведьмы приходят в церковь с такими подарками именно в большие церковные праздники, когда людям вроде бы и стыдно и отказать. Поэтому в такие дни обязательно вот проявляйте особую бдительность и внимательность. Также ни в коем случае не надевайте чужой платок. Возле входа в храм обычно есть платки, которые предлагают повязать на пояс женщинам, которые пришли в брюках. И ими часто пользуются для покрытия головы те женщины, которые пришли в храм без своего платка. Помните, ни в коем случае делать этого нельзя. Причины две. Во-первых, это противоречит всем нормам гигиены. Друзья, а во-вторых, на таких платках обычно ведьмы оставляют порчу, болезни, всякие проблемы, неурядицы. Поэтому не приманивайте их.
забыли свой платок, заходите в церковь, ничего в этом страшного и ужасного нет. Бывает так, что в церковных лавках продаются платки, не во всех, правда, но, как правило, продаются, если в храме или в этом церкви очень чтят все правила и инструкции, как должно быть по уставу церкви, то в таком случае, конечно, продаются. Но чужое ни в коем случае не берите. Также запомните раз и навсегда, когда вы находитесь в церкви, в храме, в каком-то святом месте, старайтесь как можно меньше общаться с другими людьми и тем более не стремитесь отвечать на странные вопросы и просьбы. Кроме того, очень часто бывает такая ситуация, одна женщина начинает разговаривать с другой и таким образом привлекает внимание и других людей. И здесь уже начинает толпа, которая в церкви ни с того ни с сего начинает что-то шушукаться, что-то обсуждать и так далее. Вы должны понимать, что вы приходите в церковь, приходите в святое место помолиться, а не расспрашивать о том или о сём, или разносить сплетни, а также спрашивать, сколько куполов, или пересчитать монеты и так далее. Также бывает такая еще ситуация, вы стоите в церковной лавке и вас просят купить или передают вам деньги, чтобы купить свечи, потому что кто-то куда-то где-то спешит. Ни в коем случае даже не дотрагивайтесь. И вообще заметили какие-либо странности в поведении тех людей, которые окружают вас в этих святых местах, в храме, в церкви, завершите общение с таким вот человеком и отойдите подальше, потому что вы не знаете, что вы принесете или примете от того или иного человека, насколько это может быть опасно для вас. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте видео, которое вам интуитивно больше понравилось, и смотрите, там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. А мы всех поздравляем с праздниками, желаем всем мира, любви, гармонии и услышимся с вами уже в следующем видео.